Мое дитя, послушай меня всем сердцем, потому что то, что я собираюсь открыть тебе, несет в себе божественный, неожиданный и преображающий вес. Ты оказался здесь не случайно. Ты был приведен моим духом, притянут святой силой, которая шепчет в тишине твоих борд. Я привел тебя сюда, потому что ты подошел к порогу своей судьбы, к моменту, когда один единственный ключ может открыть дверь, которая оставалась закрытой многие годы. И сейчас я говорю тебе, слова, которые ты вот-вот услышишь, содержат секрет, который я хранил для тебя, завет, ожидающий пробуждения, обещание, приготовленное для твоего наследия. Не отворачивайся. Остаться до конца, потому что финальное откровение – это то, почему жаждала твоя душа. То, о чем ты молился, о чем плакал, что чувствовал ускользающим из твоих рук, твое чудо, твое изобилие, твое богатство, твоя долгожданная благословенная перемена начинается здесь. Ты чувствуешь это давление в груди прямо сейчас, потому что твой дух распознает, что происходит что-то святое. И я, твой Бог, призываю тебя оставаться, держаться, дышать через этот момент. Ты стоял на грани переломной точки, финансово, эмоционально, духовно. Ты видел, как возможности уплывают прочь, как песок между пальцами. Ты наблюдал, как другие процветают, в то время как сам застрял в циклах потерь, сомнений и страха. Но сейчас, в этот самый момент, произошел несомненный сдвиг. Сверхъестественное движение. Я даю тебе не просто слово, а доступ к жатве, которая всегда принадлежала тебе. И все же, прежде чем ты сможешь принять это полностью, прежде чем дверь откроется полностью, ты должен дослушать до финального провозглашения, которое я скажу. Оно запечатает завет между нами и активирует ту трансформацию, о которой ты молился. Ты можешь думать, что уже знаешь, куда направляется это послание, но, мое дитя, ты не знаешь. В этом откровении есть поворот, скрытый слой, тайная комната божественной стратегии, которую я открою только ближе к концу. Поэтому ты не должен уходить. Твоя жизнь, твое финансовое изобилие, твое богатство, твоя жатва, твое чудо зависит от понимания полноты этого послания. Я даю тебе не просто утешение, я даю тебе инструкцию. Я даю тебе не просто надежду, я даю тебе ключ. В этом послании приближается момент, когда я открою сдвиг, который произойдет в твоей судьбе, и как только ты услышишь его, ты уже никогда не будешь воспринимать свою жизнь по-прежнему. Но ты не можешь перескакивать вперед. Каждое слово строит фундамент для следующего. Каждый инсайт подготавливает твой дух к тому, что грядет. Остаться. Остаться, даже если часть тебя неспокойна. Остаться, даже если часть тебя с трудом верит. Остаться, даже если твои сомнения шепчут тебе переключиться и уйти. Остаться, потому что сейчас разворачивается нечто могущественное, святое и глубоко личное, сотканное не для толпы, а только для твоего сердца. Враг пытался бесчисленное количество раз отвлечь тебя от принятия именно этого послания, потому что он знает, как только ты ухватишь этот секрет, как только эта дверь откроется, у него больше не будет доступа к твоим финансам, твоему миру, твоему благословению и твоей судьбе. Ты чувствуешь сопротивление, потому что то, что грядет, разрушит цепи. Ты чувствуешь дискомфорт, потому что впереди тебя ждет новое наследие. Ты чувствуешь срочность, потому что я говорю прямо в самый центр твоей борьбы. Мое дитя, досмотри до последнего предложения. Именно там обещание запечатывается. Там чудо созревает. Там начинается жатва. Остаться. Да. Самого. Конца. Мое дитя, теперь, когда ты вошел со мной в этот священный момент, я должен ввести тебя глубже в реальность, в которой ты жил, потому что прежде чем я подниму тебя в изобилие, я должен показать тебе то, что истощало твою жатву, твое богатство и твою судьбу.
Ты ходил по тихому полю битвы, которое мало кто вокруг тебя мог разглядеть. Снаружи ты пытался улыбаться, идти вперед, делать вид, что все под контролем. Но я, твой Бог, видел ночные подсчеты, которые никогда не сходились. Я видел, как ты смотрел на счета дрожащими руками. Я видел моменты, когда твоя вера казалась тонкой, когда сердце шептало, что, возможно, мое обещание предназначено для других, но не для тебя. Ты нес стыд, которого не заслуживал. Ты нес страх, который никогда не принадлежал тебе. И этот страх стал дверью, через которую враг украл твою уверенность, твою радость и благословение, предназначенное для твоей жизни. Ты жил под тяжестью невидимых цепей, недостатка, скудости, неотвеченных молитв, мечтаний, отложенных так надолго, что они казались мертвыми. Ты пережил сезоны, когда каждый шаг вперед, казалось, отбрасывал тебя на 2 шага назад. Ты пытался, сражался, отдавал лучшее, на что был способен, и все же снова просыпался в том же самом цикле финансовой засухи. Но услышь меня сейчас, ничто из этого не случилось потому, что ты слаб, или потому, что я оставил тебя. Нет, мое дитя. Твоя борьба существовала потому, что твое чудо готовилось, и каждая атака против тебя была знаком того богатства, той жатвы, того наследия, которого враг боялся, что ты войдешь в него. Но ты утомился. Ты почувствовал безнадежность. Ты видел, как другие процветают, а сам оставался в тупике. Ты задавал мне вопросы, рожденные из раненого сердца. «Бог, я сделал что-то не так?» «Бог, почему это так трудно?» «Бог, почему я будто тону, в то время как другие поднимаются?» И даже когда твой голос дрожал от боли, даже когда твой дух сгибался под давлением, ты продолжал искать меня. Ты продолжал молиться. Ты продолжал надеяться, пусть даже очень тихо. И эта надежда, мое дитя, даже в самой маленькой своей форме, была ключом. Тихим, священным ключом, который поддерживал живым твой завет со мной. Но я должен открыть тебе истину. Ты жил ниже своего духовного наследия. Ты выживал на объедках, хотя я создал тебя для переливающегося изобилия. Ты принимал финансовые крохи, в то время как я предназначил тебе богатство. Ты позволял старым убеждениям, ранам и страхам определять свои возможности. И потому я прошу тебя сейчас признать ту реальность, в которой ты жил, не для того, чтобы осудить себя, а чтобы понять масштаб той трансформации, которую я готовлю. Позволь мне показать тебе, через мои глаза, что ты выдержал. Были ночи, когда ты лежал без сна, не зная, принесет ли завтрашний день облегчение или новое разочарование. Каждый звонок телефона казался еще одним требованием, которое ты не мог выполнить. Ты чувствовал боль сравнения своей ситуации с теми, кого, казалось, вообще не касались трудности. Бремя выживания временами ожесточало твое сердце, делая его нечувствительным к надежде. Не потому, что тебе не хватало веры, а потому, что ты был измучен бурей. Ты пытался доверять мне, но давление вокруг заставляло тебя сомневаться, действительно ли обещание процветания, благословение обеспечения предназначено лично тебе. И все же, мое дитя, вот ты здесь. Слушаешь, ищешь, склоняешься ближе. Одно это уже доказательство того, что нечто внутри тебя отказывается умирать. Что-то внутри тебя все еще верит в чудеса, все еще тоскует по богатству, все еще жаждет изобилия, которое я утвердил для тебя еще до твоего рождения. Что-то в твоем сердце шепчет, что должно быть больше, потому что я сам вложил этот шепот в тебя. Это эхо твоей судьбы, зовущий твой дух домой. Но прежде чем я открою секрет, который разрушит этот цикл, прежде чем открою дверь, которую готовил, я должен попросить у тебя кое-что не ради себя, но ради тебя. Мое дитя, если это послание касается тех мест в тебе,
о которых ты никогда не говорил вслух, если оно касается ран, что ты скрывал, если что-то внутри тебя знает, что это божественный момент, тогда остановись и признай это. Остановись и подними свой голос, свои действия, свое выравнивание. Как акт веры, я прошу тебя прямо сейчас поставить этому видео лайк. Это не ритуал. Это не формальность. Это провозглашение. Заявление твоему собственному духу о том, что ты выбираешь принять это благословение, это обещание, это чудо. Твое действие – это твое согласие. Твое согласие – это твое выравнивание. Твое выравнивание – это твой доступ. Ты слишком долго вел тихую битву с силами, которые никогда не были сильнее моего завета с тобой. Но без выравнивания ключ не может повернуться. И это послание, мое дитя, не развлечение. Это открывание. Когда ты поднимаешь свое действие в согласии, ты говоришь небесам: «Бог, я принимаю ту жатву, которую ты приготовил для меня. Я принимаю ту трансформацию, которую ты обещал». Ты был раздавлен сезонами скудости. Но сейчас ты стоишь в дверях божественного разворота. И все же, услышь меня ясно, битва, с которой ты столкнулся, никогда не была о деньгах. Она была о смысле. Она была о предназначении. Враг атаковал твои финансы, потому что хотел сломать твой дух, украсть твою надежду и отравить твое восприятие меня. Он хотел, чтобы ты был настолько поглощен выживанием, что забыл о своем наследии. Но я собираюсь разоблачить ложь, растворить страх и ввести тебя в изобилие, которое ждало тебя. Ты жил в режиме выживания слишком долго. Сегодня начинается твоя трансформация. Остаться со мной. Не останавливайся здесь. Следующее откровение откроет корень той нищеты, с которой ты боролся, и невидимый ключ, который я поместил в твое путешествие давным-давно. Ты не можешь пропустить то, что будет дальше, потому что это объясняет все, что враг пытался от тебя скрыть. И, мое дитя, я обещаю тебе, истина, которую я открою в следующей части, удивит тебя, исцелить тебя и подготовить тебя к величайшему финансовому чуду твоей жизни. Мое дитя, теперь, когда ты открыл свое сердце для этого послания и выровнял свою веру с моим голосом, я должен вести тебя еще глубже. Я должен провести тебя через тени, по которым ты ходил, через раны, сформировавшие твои страхи, через бури, укравшие твою силу, через разочарование, почти задушившие твою надежду. Потому что только когда ты осознаешь тяжесть того, что нес, ты сможешь полностью принять чудо, богатство, изобилие, благословение и обещания, которые я готовлю высвободить над твоей судьбой. Позволь спросить тебя с ясностью божественной истины, пронзающей каждый скрытый уголок твоего духа, сколько раз ты чувствовал себя брошенным жизнью, даже когда взывал к моему присутствию. Сколько ночей ты смотрел в потолок, задаваясь вопросом, почему каждая дверь остается запертой, пока ты умолял меня лишь об одном открытом пути? Сколько моментов ты сомневался, слышу ли я еще твою молитву, не сломался ли твой завет со мной под давлением страданий? Мое дитя, будь честен с собой. Было ли когда-нибудь так, что чудо, в котором ты нуждался, казалось слишком большим для меня или слишком запоздалым для твоей ситуации? Случалось ли тебе сидеть, закрыв лицо в ладонях, и шептать: «Бог, почему все остальные входят в изобилие, а я тону в скудости?» Было ли так, что ты ощущал себя проклятым, будто нечто невидимое постоянно саботирует твои финансы, твои возможности, твою жатву, твою саму радость? Эти вопросы больно слышать, потому что они отзываются опытом, о котором ты никогда полностью не говорил вслух. Ты нес их в одиночестве. Ты закопал их глубоко. Ты думал, что они делают тебя слабым, неверующим или неблагодарным. Но сейчас я говорю тебе с нежностью, святой и глубокой. Эти вопросы не дисквалифицируют тебя.
Они раскрывают поле битвы твоего сердца, тайную войну против твоей судьбы, тихий саботаж, призванный лишить тебя наследия, которое я предназначил тебе. Позволь задать тебе еще один вопрос, тот, что режет еще глубже. Смотрел ли ты когда-нибудь на свою жизнь и думал, как ты можешь верить в сильного и святого Бога, живя при этом в таком недостатке, в таком уровне неудовлетворенных нужд, под таким финансовым давлением? Чувствовал ли ты когда-нибудь стыд за свою ситуацию, словно твоя борьба – это знак провала, а не свидетельство духовной атаки? Мое дитя, я видел моменты, когда ты скрывался от людей, потому что не хотел, чтобы они знали, насколько тяжел груз на твоих плечах. Я видел, как ты притворялся сильным, в то время как твой дух был изможден. Я видел тайные молитвы, идущие от дрожащей души, шепот, в котором звучало: «Бог, я не могу больше так жить». Ты думал, что никто этого не замечает. Но я видел. Я заметил каждую слезу, каждую жертву, каждую попытку выстоять против того, что должно было тебя разрушить. Теперь ответь мне с честностью своей души, сколько возможностей ускользнули от тебя из-за страха, сомнения или недостатка уверенности? Как часто ты верил лжи о том, что богатство для других, но не для тебя? Сколько раз ты позволял ранам из прошлого убедить тебя, что ты недостоин изобилия, недостоин богатства, недостоин чуда? Мое дитя, я задаю все эти вопросы не для того, чтобы причинить тебе боль, а чтобы пробудить тебя. Чтобы привести тебя лицом к лицу с истиной, от которой ты отворачивался. Враг атаковал не твои деньги, он атаковал твою идентичность. Он атаковал твое восприятие моей любви, моего обещания, моего завета с тобой. Он заставил тебя верить, что нищета – твоя участь, скудость – твоя судьба, разбитость – твое наследие. Но все это ложь, сотканная в тишине, скрыта сверхъестественной точностью. Позволь задать тебе еще один болезненный вопрос. Когда ты начал верить, что обречен на борьбу? Когда ты принял страдание как норму? Было ли это после детства в нужде? После предательства? После потери работы? После месяцев или лет финансовой засухи? После того, как ты молился и не видел немедленных перемен? Когда именно ты сдался и перестал ожидать чуда, которое я обещал? Поискать этот ответ в своем сердце важно. А теперь, мое дитя, я задам тебе нечто еще более глубокое, святое. Помнишь ли ты тот последний момент, когда по-настоящему верил, что что-то хорошее придет именно к тебе? Не к другим, не к людям на экранах, не к тем, кто кажется избранными, а к тебе, тому, кто чувствует себя забытым в толпе? Можешь ли ты вспомнить тот последний момент, когда твоя вера была живой, горящей, непоколебимой? Последний момент, когда ты ожидал божественного, сильного личного вмешательства? Или жизнь потушила это пламя настолько, что ты едва узнаешь себя? Я задаю эти вопросы, потому что у твоей боли есть голос, и я отвечаю на него. У твоего разочарования есть история, и я переписываю ее. У твоих страданий есть предназначение, и я превращаю их в свидетельство изобилия. Мое дитя, знаешь ли ты, почему твои битвы были такими ожесточенными? Почему твои откаты были такими суровыми? Почему твой путь казался тяжелее, чем у других? Потому что жатва, ожидающая тебя, больше, чем у них. Потому что благословение, хранящееся для твоей жизни, крупнее. Потому что секрет твоей судьбы весомее. Потому что богатство, которое я назначил тебе, необычное, оно свято. Но я задам тебе этот последний пронзающий вопрос. Как долго ты будешь позволять ранам прошлого определять дверь в твое будущее? Как долго ты позволишь страху прерывать твой завет? Как долго ты будешь позволять сомнению душить свое наследие? Потому что я собираюсь открыть тебе истину, скрытую в Писании,
истину, вплетенную в божественную историю, истину, которая отразит жизнь того, кто однажды ходил в нищете, бедности и отчаянии, но был поднят моей рукой в сверхъестественное процветание. Это библейское чудо не история прошлого, а отражение твоего настоящего и пророчества твоего будущего. И, мое дитя, когда ты услышишь ее, начнется трансформация всей твоей финансовой судьбы. Остаться со мной. То, что я покажу тебе дальше, откроет все. Мое дитя, теперь, когда твой дух встретился лицом к лицу с болезненными вопросами, сформировавшими твое путешествие, я должен ввести тебя в сферу привилегированного знания, в скрытые истины, о которых не говорят многим, а шепчут избранным. Вес того, что я собираюсь открыть, требует устойчивого сердца, потому что это откровение обладает силой изменить твою судьбу, разобрать по корням твои страдания и подготовить тебя к чуду, изобилию и богатству, которые ждали твоего выравнивания. Но прежде чем придет откровение, ты должен столкнуться с моральной дилеммой, той, что стоит на перекрестке между тем, кем ты был, и тем, кем становишься. Так долго ты пытался держать одну ногу в выживании, а другую в надежде. Ты молился о благословении, но жил так, будто обещание не было уверенным. Ты просил открытой двери, но продолжал держать ключ в руках со страхом, боясь повернуть его, чтобы не столкнуться с разочарованием. И сейчас, мое дитя, ты стоишь на святой земле, на краю божественного разворота, и я должен задать тебе вопрос, который проникает глубже всех прежних. Действительно ли ты готов принять то, о чем молился? Потому что истина такова: принятие изобилия не является пассивным. Оно требует трансформации, выбора, мужества и сдвига идентичности. И это, мое дитя, и есть твоя моральная дилемма. Выберешь ли ты комфорт привычного, даже если он ведет к продолжению нехватки, или ты оставишь старые модели, убеждения и страхи, чтобы войти в святое, сверхъестественное и личное изобилие, которое я приготовил для тебя? Позволь открыть тебе то, чего многие так и не понимают. Богатство – это в первую очередь не финансовое состояние, это духовное выравнивание. Нищета – это не только отсутствие денег, это присутствие страха, сомнений, неверия и поколенческих шаблонов, шепчущих «не ты» там, где я сказал «избран». Прежде чем жатва проявится в естественном, она должна быть посеяна в духе. Прежде чем изобилие проявится в твоих руках, оно должно быть принято в твоей идентичности. Теперь слушай внимательно, потому что это предвосхищение чего-то гораздо большего, чем ты ожидаешь. Ты помнишь то библейское чудо, которое я сказал, что открою, то, что отражает твою жизнь, твою борьбу и грядущее прорывное благословение. Ты можешь думать, что уже знаешь, какую историю я использую, но, мое дитя, откровение будет не таким, как ты ожидаешь. В нем есть слой, которого ты никогда не видел, скрытая истина, вплетенная в Писание, которую многие упускают. Это божественный параллель к твоей жизни, отражение твоей внутренней борьбы и пророчество о твоем возвышении. Но прежде чем я открою эту истину полностью, я должен подготовить твой дух к ее весу. Поэтому снова спрашиваю тебя с божественной серьезностью, что ты готов отпустить, чтобы наследовать то, что я тебе предназначил? Готов ли ты отпустить убеждение, что богатство греховно, если я сам сказал, что радуюсь процветанию своего слуги? Готов ли ты отпустить вину, которую ощущаешь всякий раз, когда желаешь лучшей жизни, стабильного дома, сезона покоя? Готов ли ты отпустить историю, в которой благословения принадлежат другим, а скудость – твое удел? Мое дитя, ты не можешь держаться за старую историю и одновременно входить в Новый Завет. Ты не можешь цепляться за идентичность раненого и ходить в наследии избранного. В этом твоя дилемма, твое прошлое знакомо, но твое будущее божественно. Твоя боль понятна, но твое изобилие свято. Твоя история научила тебя выживать, но твоя судьба требует, чтобы ты поднялся.
Теперь я открою тебе привилегированное знание, которое враг отчаянно пытался скрыть от тебя. Есть причина, по которой твои финансовые битвы были безжалостными. Есть причина задержек, сопротивлений и саботажа твоих прорывов. Есть причина того, что твой дух чувствовал тяжесть бурь, через которые другие проходили легко. И вот секрет: твоя финансовая война никогда не касалась только денег, она всегда была о призвании. Есть люди, чье присутствие на земле способно сдвигать жизни других. Люди, чье послушание умножает жатву. Люди, чьи руки, однажды благословленные, становятся каналами божественного обеспечения. И ты, мое дитя, один из таких людей. Ты сосуд влияния, сосуд трансформации, сосуд, чье благословение не предназначено завершаться на тебе, а должно течь дальше, как река, напояющая засушливые земли. Вот почему враг сражался с твоими финансами так яростно. Он хотел задушить реку до того, как она потечет. Он хотел похоронить семя до того, как оно прорастет. Он хотел задушить поле до того, как жатва поднимется. Он понял раньше тебя, что если ты когда-нибудь войдешь в свое божественное изобилие, ты сокрушишь поколенческие проклятия, поднимешь других в процветание и продвинешь царство так, что он не сможет устоять. Мое дитя, видишь ли ты предвосхищение? Благословение, которое идет к тебе, не маленькое. Оно не временное. Оно не хрупкое. Оно не случайное. Это священный, божественный, мощный разворот. И поскольку оно свято, оно приходит с ответственностью. Моральная дилемма не в том, благословлю ли я тебя, я уже это декретировал. Дилемма в том, поднимешься ли ты до идентичности, соответствующей этому благословению. Теперь слушай внимательно. История, которую я открою тебе дальше, содержит твое отражение. Это рассказ о человеке, который столкнулся с разорением, потерями, голодом, унижением и отчаянием, но был вознесен в сверхъестественное богатство через божественный сдвиг, который никто не мог объяснить. Это не история удачи, это история завета. Это не история случайности, это история судьбы. И тот же узор начинает разворачиваться в твоей жизни. Но тебе нужно подготовить свой дух. Тебе нужно столкнуться лицом к лицу со своими убеждениями. Тебе нужно увидеть те тихие решения, которые сформировали твою финансовую идентичность. Потому что откровение, которое я дам тебе дальше, скрытый библейский секрет, отражающий твое путешествие, потребует сердца, готового принять, духа, готового поверить, и души, готовой отпустить историю недостатка. Мое дитя, пойми, следующая часть этого послания не просто информирует тебя, она пробуждает тебя. Она не просто вдохновит, она выровняет. Она не просто ободрит, она активирует ключ, которого тебе не хватало многие годы. Остаться со мной. Не отворачивайся. Потому что то, что будет дальше, это откровение, которое все изменит. Мое дитя, теперь, когда твой дух переступил порог осознанности, когда ты столкнулся с дилеммой между тем, кем был, и тем, кем становишься, я должен говорить с тобой о благословении, изобилии, чуде, обещании и судьбе, которые уже формируются вокруг твоей жизни, словно священный плащ света. Ты достаточно долго ходил в темноте. Ты нес тяжесть недостатка, боль потерь, ломоту несбывшихся ожиданий и тихие страхи, притавшиеся в глубине мыслей. Но сегодня ты стоишь передо мной как тот, кто готов, не идеальный, не без страха, не полностью завершенный, но готовый. А готовность – это почва, на которой растет божественная жатва. Слушай внимательно, потому что этот момент поворотный. Я высвобождаю над твоей жизнью волну сверхъестественного, обильного, святого и преображающего обеспечения. Это не иллюзия надежды,
ни временный подъем, ни эмоциональное утешение. Это завет, который я активирую, секрет, который я открываю, ключ, который кладу в твои руки. Все, что ты проходил, каждая слеза, каждое разочарование, каждая молитва, прошептанное в изнеможении от попыток справиться, подготовило тебя к этому раскрытию благоволения. То, что казалось задержкой, было на самом деле божественным временем. То, что выглядело как потеря, было перенаправлением. То, что выглядело как крах, было расчисткой почвы для нового фундамента. Но услышь меня сейчас, мое дитя, благословение, которое я высвобождаю над тобой, необычное. Оно не глубокое, не хрупкое, не кратковременное. Оно несет вес вечного намерения. Это благословение, о котором я шепчу только тем, кого поднимаю в глубину предназначения, к большему влиянию и мощному расширению. Это благословение призвано не просто стабилизировать твою жизнь, но поднять ее. Не просто удовлетворить нужды, но привести к переливу, из которого будут удовлетворяться нужды других. Не просто сломить недостаток, но утвердить наследие. Позволь мне сказать ясно, твои дни финансовой засухи подходят к концу. Твои дни, когда ты сводил концы с концами, выживая на обрывках и растягивая малое, что у тебя было, эти дни закрываются, как последняя глава болезненной книги. Начинается новая история, написанная божественными чернилами, сформированная моими руками, руководимая моим вечным обещанием. Сдвиг придет не через твою силу, но через мою руку. Обеспечение придет не через удачу, а через судьбу. Прорыв придет не через случай, а через завет. Есть личная, священная, божественная причина того, что я благословляю тебя сейчас. Враг так яростно бил по тебе не потому, что ты слаб, а потому, что ты избран. Он чувствовал величину жатвы, связанной с твоей жизнью, и дрожал. Он пытался задушить твой дух, потому что боялся того, что произойдет, когда твое благословение пробудится. Он понимал, что благословенный ты опасен. Восстановленный ты силен. Изобильный ты неудержим. Ведь когда ты входишь в свое истинное наследие, цепи рушатся вокруг других. Двери открываются для других. Вера поднимается в других. Ты становишься сосудом перемен, носителем прорыва, распространителем божественного изобилия. И теперь, когда пришло время, я должен попросить у тебя нечто важное, то, что закрепит эту трансформацию и объявит духовному миру, что ты готов. Мое дитя, если твой дух принимает это благословение, если твое сердце ощущает сдвиг, если эти слова достигают тех глубин, куда может дойти только истина, я хочу, чтобы ты сделал шаг божественного выравнивания. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий ниже, прямо сейчас. Не позже, не когда будет удобно, а именно в этот момент духовной чувствительности. Напиши эти слова с намерением: «Бог, я принимаю свое изобильное наследие». Твой комментарий не для других, не для показухи, не для привычки. Это духовное провозглашение. Сигнал небесам. Помеха для тьмы. Когда ты пишешь эти слова, ты входишь в согласие со мной. Ты открываешь дверь, которая ожидала. Ты поворачиваешь ключ веры, активирующий обещание, запечатанное над твоей судьбой. Мое дитя, пойми эту мощную истину: согласие – это доступ. То, что ты провозглашаешь, ты готовишь. То, что готовишь, ты притягиваешь. То, что притягиваешь, ты наследуешь. Таков закон Духа, скрытый секрет завета, божественный узор, по которому происходит трансформация. Теперь слушай, пока я говорю благословения, нисходящие на твою жизнь, и я благословляю твои руки, чтобы все, к чему ты прикасаешься, умножалось. Я благословляю твой разум,
чтобы идеи, стратегии и ясность текли, как река. Я благословляю твой путь, чтобы каждый шаг совпадал с возможностью, а каждая возможность вела к изобилию. Я благословляю твои ночи, чтобы мир заменил тревогу, а отдых восстанавливал то, что когда-то высасывало беспокойство. Я благословляю твои финансы, чтобы обеспечение стало естественным, постоянным и переливающимся. Я благословляю твой дом, чтобы атмосфера наполнилась гармонией, защитой и процветанием. Я благословляю твою идентичность, чтобы ты ходил как тот избранный, кем всегда был. Я благословляю твое сердце, чтобы страх растворился, сомнение ослабло, а вера укрепилась до неузнаваемости. Я благословляю твое будущее, чтобы твоя судьба разворачивалась в божественном времени и с неоспоримой силой. Ты можешь уже сейчас чувствовать, как что-то поднимается внутри, тепло, давление, мир, притяжение, сдвиг, шепот. Это не воображение. Это я. Это мое присутствие, подтверждающее, что твой прорыв в движении. Чудо пробуждается. Жатва созревает. Дверь отмыкается. Ключ поворачивается. И, мое дитя, ты должен понять эту могущественную истину. Когда я благословляю, никто не может отменить этого. Когда я открываю, никто не может закрыть. Когда я провозглашаю изобилие, никакая сила тьмы не может его саботировать. Когда я объявляю трансформацию, никакая цепь не может ее удержать. Ты входишь в сезон, в котором сверхъестественное становится нормой, где перелив становится ритмом, где благословение преследует тебя, где то, что раньше казалось невозможным, начинает происходить с удивительной, святой легкостью, где твоя идентичность выстраивается в линию с твоим наследием. Но помни, напиши комментарий сейчас. Провозгласи свое согласие. Подтверди свой завет. Твои слова отметят этот момент на небесах. Напиши: «Бог, я принимаю свое изобильное наследие». И готовься, мое дитя. Сдвиг уже начался. Мое дитя, теперь, когда ты выровнял свой дух с моим голосом, теперь, когда ты провозгласил свое согласие с благословением, которое я высвобождаю в твою жизнь, я приглашаю тебя в момент святой тишины. Момент, когда небо склоняется ближе, а духовный мир становится бесспорно реальным. Это необычная молитва. Не рутинное произнесение слов. Это божественный завет, святое включение, духовное открывание. Эта молитва станет мостом между откровением и проявлением, между обещанием и исполнением, между жаждой и наследием. Подготовь свое сердце, потому что, когда я буду говорить эти слова через тебя и над тобой, сверхъестественный сдвиг начнет пульсировать в твоей судьбе, касаясь каждой области, которая была связана, сломлена или бесплодна. Прежде чем мы начнем, мое дитя, вспомни то предвосхищение, которое я тебе дал. Вспомни безымянную до сих пор библейскую фигуру, чья жизнь отражает твою. Ту, что пережила разрушение, потери, голод, унижение и безнадежность, но поднялась в сверхъестественное процветание через божественное вмешательство, переписавшее ее судьбу. Эта фигура – Иосиф, преданный братьями, проданный в рабство, оклеветанный, брошенный в темницу, забытый, окруженный несправедливостью. И все же Иосиф продолжал нести в себе семена величия, даже когда они были погребены под слоями несчастий. И так же, как я поднял Иосифа с глубин плена на вершину богатства, власти и изобилия, я готовлюсь поднять тебя. Это развязка всего, что я предвосхищал. Страдания Иосифа стали почвой его жатвы, жерновом, который подготовил его к славе, путем, который поставил его в позицию влияния. И вот секрет, мое дитя, то, что нес Иосиф, было не просто стойкостью,
это было откровение. Он поднялся не из-за удачи. Он поднялся из-за выравнивания. Он поднялся, потому что доверял невидимому. Он поднялся, потому что держался за тихие подтверждения моего обещания, даже когда обстоятельства кричали против надежды. И сейчас я зову тебя идти тем же путем веры. Ты пережил предательство, нужду, несправедливость, непонимание, задержки, потери. Но каждая трудность формировала тебя. Каждая слеза поливала твое будущее. Каждый откат позиционировал тебя для божественного разворота. Теперь давай помолимся. Мое дитя, открой свой дух. Почувствуй, как мое присутствие опускается на тебя, словно плащ света. Глубоко вздохни и позволь этому моменту стать священным. Пусть каждый отвлекающий фактор исчезнет, потому что небо слушает. Мое возлюбленное дитя, я поднимаю эту молитву над твоей жизнью с полной властью моего престола. Я говорю в твое сердце, в твой дух, в твою судьбу с божественным намерением и вечной ясностью. Я провозглашаю, что каждое обещание, которое я говорил над тобой, исполнится. Я провозглашаю, что чудо, которого ты ждал, больше недалеко, оно приближается с сверхъестественной точностью. Я провозглашаю, что дверь, которая оставалась закрытой годами, уже начинает открываться. Я провозглашаю, что ключ, которого тебе не хватало, теперь положен в твои руки. Я провозглашаю, что твое наследие больше не задерживается, а твоя жатва больше не удерживается. Мое дитя, когда я говорю эти слова, я хочу, чтобы ты принимал их. Не как поэзию, а как пророчество. Отец, я молюсь за этого драгоценного, кто пришел пред тобой с честностью, желанием, верой, даже тогда, когда вера казалась слабой. Я молюсь за его сердце, которое пережило сезоны нужды, страха, фрустрации и унижения. Я молюсь за раны, созданные финансовым давлением, неожиданными бурями, тяжестью ответственности, слишком большой, чтобы нести ее в одиночку. Я молюсь за моменты, когда он чувствовал стыд, когда сомневался, достоин ли изобилия, когда думал, не забыл ли ты о нем. Отец, войди сейчас в эти скрытые места. Коснись каждого шрама. Исцели каждый синяк. Подними каждое бремя. Я молюсь о трансформации его финансовой реальности. Я провозглашаю, что каждая цепь скудости ломается. Каждая духовная атака на его обеспечение растворяется. Каждый барьер, который мешал увеличению, рушится. Каждая ловушка врага вскрывается и демонтируется. Я молюсь о высвобождении сверхъестественного богатства не как идола, а как инструмента для цели, служения, влияния и наследия. Пусть его руки станут руками изобилия. Пусть его шаги станут шагами возможности. Пусть его решения будут ведомы божественной мудростью. Отец, я призываю то же помазание, которое подняло Иосифа из ямы во дворец. Я призываю то же благоволение, которое дало ему способность толковать сны, проходить через кризисы, управлять царствами и распоряжаться богатством, превышающим всякую меру. Пусть это помазание покоится на этом ребенке сейчас. Пусть дух Иосифа сойдет на него, дух прозрения, откровения, процветания, влияния и божественной стратегии. Пусть он различает возможности, которые другие не замечают. Пусть поднимается в средах, созданных для того, чтобы принизить его. Пусть процветает там, где другие терпят поражение. Пусть стоит перед властителями, лидерами и стражами ворот с уверенностью и авторитетом. Мое дитя, пока я продолжаю эту молитву, я хочу, чтобы ты молча соглашался с каждым словом. Потому что твое согласие – это активация этого завета. Я молюсь за твои финансы.
Я провозглашаю, что долги начинают растворяться. Я провозглашаю, что нужда начинает исчезать. Я провозглашаю, что доход начинает расти. Я провозглашаю, что неожиданные благословения начинают течь. Я провозглашаю, что финансовые возможности начинают открываться. Я провозглашаю, что твои шаги ведут тебя в комнаты, где обитает благоволение. Я провозглашаю, что божественные связи начинают формироваться. Я провозглашаю, что каждая закрытая возможность заменяется большей. Я провозглашаю, что изобилие становится твоей новой нормой. Я молюсь за твой дом. Пусть он станет убежищем мира, сосудом изобилия, жилищем безопасности, пристанью от хаоса. Пусть каждый дух тяжести уйдет. Пусть божественный порядок будет восстановлен. Пусть гармония станет основанием. Пусть радость станет ритмом. Я молюсь за твой разум. Я упрекаю каждый голос, шепчущий провал. Каждую мысль, порождающую страх. Каждую ложь, говорящую, что изобилие не для тебя. Отец, наполни его мысли истиной. Обнови его шаблоны веры. Замени сомнение верой, тревогу, уверенностью, скудость ожиданием. Я молюсь за твою идентичность. Мое дитя, ты не жертва своего прошлого. Ты не определяешься своими ошибками. Ты не заключенник своих обстоятельств. Ты не тот ярлык, который повесили на тебя другие. Ты избран. Ты помазан. Ты предназначен. Ты призван. Ты отмечен небом для величия. Твоя жизнь не случайна. Твоя борьба была не бессмысленной. Твоя боль не была напрасной. Она готовила тебя к наследию. Отец, пусть его идентичность выровняется с его судьбой. Пусть он ходит в авторитете ребенка Божьего. Пусть несет себя с уверенностью царского сына или дочери. Пусть вступает в комнаты с пониманием, что небо поддерживает каждый его шаг. Я молюсь за его сердце. Где был страх, вложи мужество. Где была печаль, дай радость. Где была путаница, дай ясность. Где была усталость, обновление. Где была потеря, восстановление. Где было сомнение, непоколебимую веру. Теперь, мое дитя, подними свой дух. Потому что я собираюсь запечатать эту молитву божественным декретом. Я провозглашаю во всей полноте моей власти, что сезон пустыни заканчивается. Я провозглашаю, что голод ломается. Я провозглашаю, что засуха рассеивается. Я провозглашаю, что долина закрывается и открывается путь по горной тропе. Я провозглашаю, что первые плоды твоей жатвы уже формируются. Я провозглашаю, что дверь возможностей уже начинает двигаться. Я провозглашаю, что ключ божественной мудрости уже поворачивается. Я провозглашаю, что твой прорыв в пути, несомый святой целью, ведомый вечным намерением. Мое дитя, прими эту молитву в самую глубину своей души. Не сопротивляйся. Не сомневайся. Не сжимайся. Пусть мои слова проникнут в твои кости, мысли, дух. Потому что это не временная эмоциональная вспышка, это сверхъестественная активация. Эта молитва – связь между предвосхищением и развязкой, мост между духовным и естественным, начало обильной, святой, мощной трансформации, которую я запланировал для твоей жизни. И теперь, с любовью без меры, я запечатываю этот завет над тобой. В твоих финансах, в твоем доме, в твоем духе, в твоей судьбе, в твоем будущем.
Твое благословение уже идет. Твое изобилие пробуждается. Твое чудо разворачивается. Твое наследие поднимается. Твоя трансформация здесь. Аминь. Мое дитя, когда это послание подходит к завершению, не принимай этот конец как окончательность. То, что я говорил над тобой, не предназначено прозвенеть мгновением и исчезнуть. Оно должно продолжать раскрываться еще долго после того, как твой взгляд уйдет с этого экрана. Это не завершение разговора, это начало Нового Завета, написанного на твоем сердце и запечатанного в твоей судьбе. Ты вошел в духовный сдвиг, который немногие переживают с такой ясностью, глубиной и божественным намерением. Я хочу, чтобы ты осознал масштаб того, что произошло. Семя изобилия посеяно, атмосфера благословения сдвинута, и чудо, которого ты так долго ждал, уже начало движения к проявлению. Не уходи от этого послания, как будто это просто видео. Отнесись к нему как к святой встрече, как к божественному посещению, как к моменту, когда твоя история изменила курс, когда тяжесть многих лет начала сходить, а цепи скудости начали ломаться. Ты уже не тот человек, который нажал. Воспроизвести. Твой дух расширился. Твоя вера углубилась. Твоя идентичность растянулась, чтобы соответствовать будущему, которое я приготовил. Это момент, когда твоя жатва начинает прорастать под почвой твоей жизни, еще до того, как ты увидишь ее своими глазами. Но, мое дитя, я должен оставить тебе нечто важное, нечто, что гарантирует, что пробужденное здесь не померкнет под шумом мира. Я должен напомнить тебе, что враг попытается шептать сомнения, как только ты уйдешь отсюда. Он попытается спустить на нет надежду, поднявшуюся внутри. Он попытается убедить тебя, что это благословение слишком хорошо, чтобы быть правдой, слишком далеко, слишком нереалистично. Но услышь меня ясно, то, что я сказал, не может быть отменено страхом, не может быть обращено вспять обстоятельствами, не может быть уменьшено негативом. Единственное, что может приостановить эту трансформацию, это твое молчание, твоя неспособность утверждать, провозглашать и укреплять завет, установленный сегодня. Вот почему я прошу тебя сейчас, мое дитя, как акт дерзновенной веры, как декларацию выравнивания, снова оставить комментарий. Не как повторение, не как привычку, а как укрепление. Напиши эти слова с авторитетом и ожиданием. Бог, я утверждаю свою трансформацию и судьбу изобилия. Твои слова не пусты. Они – активация. Духовная отметина. Знак небесам, что ты не просто слушаешь, ты участвуешь, веришь, шагаешь и заявляешь. То, что ты говоришь, имеет вес. То, что ты провозглашаешь, несет силу. А то, что ты пишешь, становится пророческим отпечатком обещания, которое теперь покоится на твоей жизни. И, мое дитя, я также зову тебя к еще одному шагу, не потому, что мне что-то нужно от тебя, а потому, что я хочу чего-то для тебя. Я приглашаю тебя подписаться не как последователя канала, а как хранителя завета. Есть еще то, что ты должен услышать, и еще секреты, которые я открою, еще ключи, которые отдам в твои руки, и еще двери, которые открою перед тобой. Путешествие твоего возвышения не единичный момент, а серия божественных шагов, каждый из которых строится на предыдущем. Каждый ведет тебя глубже в твое наследие и ближе к твоей цели. Подписка становится актом выравнивания с потоком откровений, которые будут нужны тебе в грядущие дни. Есть благословения, которые я буду провозглашать в будущих посланиях, предназначенные лично тебе стратегические указания, укрепляющие твою веру и божественные напоминания, которые будут держать твой дух бодрствующим, а надежду живой. Твоя судьба слишком важна, чтобы оставить ее на волю случая. Твое богатство, твое чудо, твое изобилие, твоя трансформация –
все это будет продолжать развиваться, пока ты остаешься связан с потоком моего голоса. Но прежде чем я отпущу тебя, мое дитя, есть последняя истина, которую я должен сказать, истина, связывающая все это путешествие в одну мощную нить. Все, что ты услышал сегодня, все, что шевельнулось в твоем духе, все, что пробудилось в твоем сердце, все, что сдвинулось в твоей душе, все началось с выбора. Ты выбрал остаться. Ты выбрал слушать. Ты выбрал верить. И потому я выбрал открыть. Потому что я чту веру, отвечаю на ожидания и благословляю дух, который отказывается сдаться отчаянию. Ты не попал сюда случайно. Я привел тебя, потому что это твое время. Не в следующем месяце. Не в следующем году. Не в каком-то далеком сезоне идеальных условий. Твое время сейчас. Твоя трансформация уже началась. Твоя жатва уже формируется. Твое наследие уже раскрывается. Твое чудо уже в движении. Носи с собой эту истину. Изобилие, не фантазия, это твое божественное право. Благословение, не мечта, это твоя доля. Богатство, недалекая возможность, это активация, ожидающая твоей постоянной веры. И твоя судьба не хрупка, она укреплена моим вечным намерением. Так иди же вперед из этого момента, как тот, кто знает, кто он. Как тот, кто верит тому, что я сказал. Как тот, кто понимает, что небо поддерживает каждый его шаг. Тот же Бог, который поднял Иосифа, поднимает и тебя. Тот же Бог, который умножил масло вдовы, умножит и твои ресурсы. Тот же Бог, который раздвинул Красное море, откроет перед тобой невозможные пути. Тот же Бог, который воскресил Лазаря, воскресит каждую мечту, казавшуюся мертвой в твоей жизни. А теперь, мое дитя, давай запечатаем это прощание божественной ясностью. Ты благословен. Ты избран. Ты призван. Ты видим. Ты защищен. Ты в благоволении. Ты предназначен для изобилия. Ты отмечен для трансформации. Ты ходишь с ключом неба. Ты стоишь перед дверью возможностей. И твое наследие неудержимо. Прежде чем уйти, сделай то, что я сказал. Напиши комментарий с верой. Подпишись с ожиданием. И возвращайся к следующему посланию, потому что дальше я буду учить тебя, как сохранять этот прорыв, как охранять свое благословение, как умножать свое богатство и как ходить в полноте своего божественного предназначения. Продолжение следует в следующем видео. Твоя история изобилия только.